Добрый день, добрый вечер, доброе утро. Время суток в хату. Я отчаливаю прямиком в аэропорт, который находится в получасе езды всего лишь. На таксишке в центре города, немножко на краю, но в центре. Крайний центр, вот так вот скажем. Так что начинаю наше путешествие, мое путешествие. Пока! Что, подъехала я к аэропорту, проходим, не толпимся, не сюда, надеюсь. А, нет, смотри-ка, это прилет, а мне надо полный отлет. А куда мне идти-то? Ну, начинается. Ну все, докопалась я до инструктора, помощника, кондуктора, кто вот они, направила меня. Посмотрим, не было ли это пранком. А то придется вернуться и сказать ему все, что я о нем думаю. Что, например, мне не понравился этот пранк. A few moments later. Все, это не было пранком. Вот, пруф. Ну все, дай бог ему здоровья тогда пожелаю. Я внутри, но я иду вот уже типа к гейту. Но я не понимаю, не поторопилась ли я. И вдруг тут, даже если ты зачекинился онлайн, зарегистрировался. По-моему, это не чекин называется, как-то по-другому. Но неважно. Вдруг тут все равно надо подходить на стойку. Ну, узнаем, что ж поделать. Не попробую, не узнаю. А попробую, скажет, иди обратно, опоздаю. Да, все-таки я сначала все правильно сказала. Чекин. Я просто не летала что-то давненько. Все забыла, все термины забыла. Ну все, ребята, я прошла, и все с Божьей помощью. Шмон прошел успешно. А теперь обворуем здесь все. Я, конечно, нормально так погорячилась тем, что надела куртку, такую осеннюю, теплую. Но у нас сейчас все-таки весна, а это осень, но наоборот. И поэтому еще я буду на океане, и там по-любому ветрище. Так что меня не сдует прям настолько, чтобы я аж удивилась от расстояния, на которое... Все, пока. И думаю, не погорячилась ли я, надев эту теплую куртку. Потом думаю, кто предупрежден, тот вооружен. Все будут мерзнуть, вот, смотри, в свитере стоит. Замерзнет же. А я вот готова к ветрам океаническим. Нет что-то мандража такого прям сильного, я, в принципе, спокойна. Вот мой гейт, он пустой. Надеюсь, самолетик будет только для меня. Хотя нет, тут в баре куча людей. Наверное, они все набухиваются. Будут моими соседями. И я буду вдыхать их перегарчик. Представляете? Бар в аэропорту Буэнос-Айреса не настолько охеревший, как любой другой аэропорт. Они тут не заломили цены на напитки и еду. В целом такие же цены, как в городе в Рестиках. Это меня удивляет. А где основное, то, что нам надо, ребята? Ребята? Они мне дали безалкогольную карту. Я ухожу. Ну что, друзья, открываю мое путешествие в соло этим прекрасным напитком за ваше здоровье. Погнали. Сейчас вот по этому коридорчику потопаю. Вот в этот самолетик. Тетя, встречай. Надеюсь, подогреет мне сиденье. Погодка шикарная. Ну все, ребята. Погнала. Небо какое красивое. Фиксирую перед полетом небо. Я сейчас в нем буду, прям в нем. Прям в нем. Вот где-то там. Высоко. Но главное, чтобы не вот где-то там, на стене, да? Зафиксирую переход
напоследок. Вот теперь точно напоследок. Смотрите, какой закат великолепный. Провожает Буэнос-Айрес меня. Лишь бы не в дальний путь, ребята. Ой. Ну все. На базе, на временной новой. Вот он, красавец. Пардон. Все, сейчас меня не сбил самолет. Как переживает за меня. Он же стоит. Дурашка. Тревожный. Вот такой вот аэропортик. Очень миленько. Не знаю, как я сейчас выгляжу. Надеюсь, более-менее. Я поспала 40 минут. Очень приятно, что ехать до квартиры всего лишь 10 минут на таксишке. Можно пешком прогуляться. Еще там полчаса пешком. Почему бы нет? Ну ладно, шутка. Здесь я уже демонстрирую вид на ночной город Пуэрто-Мадрин, город в провинции Чубут в аргентинской Патагонии. Он был основан в 1865 году группой валлийских иммигрантов, прибывших из Уэльса. По состоянию на 2024 год население Пуэрто-Мадрина составляет около 138 тысяч человек. Так, я доехала до пункта назначения. Здесь я буду жить в ближайшие 4 дня или 5. Надо уточнить этот вопрос. Такой спальный райончик с частными домами. И тут внезапно такой квартирный комплекс небольшой. Жду хозяйку, которая меня запустит. Переоденусь. Поеду в центр. Посмотрю на ночной Пуэрто-Мадрин. Тут такой рыбный запах на улице. Не как от рыбного рынка где-нибудь на Бали, где хочется просто сбежать оттуда поскорее. А здесь прям вот именно такой океанический рыбный запашок, который вызывает аппетит. Поэтому сейчас я пасет чел на меня с балкончика, думает, что тут происходит за репортажи. Отдам ему автограф потом. Вызывает аппетит, и поэтому сейчас я заселюсь, наконец-таки дойдет тетенька, отпустит меня, дай бог. А то придется, конечно, тут чьи-то кустики помять, рюкзачок положить, там, постелить куртку, лечь на нее. Смотрим, может обойдется без этого. Поеду я на мопедисте, на Uber Moped в центр города. Там куча всяких баров, ресторанов, и отведу чего-то рыбного. Положняк велит. Место Положняк велит. Ну что, ребята, я вышла погулять, пришла в какой-то рестик. Людный, значит, тут вкусно. Пока что мне предложили только майонез, но это только начало. Я постоянно заказываю дайкири, забываю, что они его делают неправильно. Сделают его правильно. Лед будешь? Это чисто мне накрошили лед. Сбрызнули его ананасовым сиропом и еще сахара сверху насыпали. Смотри, что у меня здесь очень горячее. Будешь? Гремешки под шапочкой. Очень много сыра, очень горячо. Оно аж шкварчит. Как я это съем? Ладно, с собой заберу, с собой. Бей посуду, и я плачу. Фиксируем. Конечно же, как в любом аргентинском блюде, почти в любом, не хватает соли. Придется солить. Им запрещено солить блюдо. Ты сам должен солить. Министерство здравоохранения запретило. Бабки, сука, бабки! 39 тысяч песо аргентинских. Это примерно $30. Забавная пачка. The next morning. Вон солнышко проглядывается. Офигеть, как красиво. Давно я не видела такого красивого рассвета.
Доброе курортное утро. Чисто Адлер, ребята. С океанчиком, правда? Ой, красота. У меня случилась непредвиденная, неприятная ситуация. Я сейчас направляюсь на одну такую развлекательную штуку. И мне идти до места, до пункта назначения полчаса. Uber в такое время, видимо, не работает, принципиально спит. Все водители просто заигнорили меня. У меня нет другого выбора, кроме как идти пешком. Либо никуда не идти. Но я проснулась аж сама, без будильника. Никакого сна тут не может быть вообще речи о нем. Может, попутку словить? Может. Ладно, прогуляюсь, я думаю, они меня подождут. А куда я направляюсь, вы все увидите. Привет! Пока! Какие красивые кактусы. Зажарить бы их на гриле, поесть. У меня появился новый друг. Я думаю, он просто решил меня проводить до такси. Такой дружелюбный. Все, устал. Контора, которая ожидает меня на экскурсию, дала мне номер такси. Здесь такси нужно заказывать, особенно утречком, как я поняла. Потому что вчера вечером я спокойно на Убере уехала. А вот утром никто не хочет из уберских работать. Пришлось заказывать такси по номеру телефона, позвонив туда, сказав адрес. Это был, конечно, такой себе челлендж. Но ничего, практикуемся. Пора бы уже, как бы, да, подучить немножко испаньольчика, навернуть. Сказал минут 5 ждать. Ну, ждем. Надо будет туда пройти потом. Ну ладно, у меня куча времени. В 7 утра. Доброе утро. Удалось оказаться в такси. Дождалась. Чувствую себя безумно самостоятельной взрослой женщиной. Не пропаду. Не пропаду. В океан сейчас уплыть. Ура. Засунули в тугой носок. Сейчас отправят на съедение по львам морским. В принципе, развлечение достойное. И утро достойное последнее. Погодка шепчет. Залезь и не вылезь. Сказали, что мы сейчас поедем на территорию места обитания морских львов. Они там живут сами по себе. Они нас могут кусать и трогать, а мы их не можем кусать и трогать. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días, welcome aboard. Что ж, начинается захватывающее приключение, которое проводится в районе пункта Лоу. Там находится природный заповедник с крупными колониями южноамериканских морских львов. В этой экскурсии организаторы предоставляют все необходимое снаряжение и сопровождают с профессиональными гидами. Первый, кто встретился на пути. Это мальчик. Хороший. Он поменяет тоже. План такой, что мы будем здесь стоять, пока все вот такие подобные штуки не подойдут к нам и не начнут с нами играть. Мы их трогать не можем. Сейчас он, наверное, всех позовет. Кушать подано. Папа наготовил. Какой хороший, он улыбается. Tal vez es un grupo de cópula. Va, un grupo de cópula no, ya está cortezando en el agua. Identificando. Cormoranes. Muchos animalitos bucean hasta los 80 metros. En el... Высиживают что-то.
Нас ознакомились с техникой безопасности, чтобы мы знали, как правильно взаимодействовать с морскими львами, чтобы не нарушать их природный ритм. Рядом с морскими львами нельзя издавать громкие звуки, нельзя их трогать. Максимум можно вытянуть руку вперед, и они сами потыкаются в нее носом, либо немножко даже могут прикусить, но совсем не больно. Скорее, просто щекотно. Это все-таки дикие животные, и любое взаимодействие должно происходить с уважением к их личному пространству. And then all females are wrong. Okay. Big male. Big male. Chicos, ahora se me vayan todos para el mismo lado, por favor. Llegan a la verdad. Reflota, ¿no? Sí. De arriba. Sí, de 9. ¿Quieres movértela? Te puedes poner un sitio si querés, con las 13. Turnamos. Кажется, я так и не сказала, чем я собираюсь заниматься в этой экскурсии. Вы думаете, просто смотреть? Нет. Я буду плавать с ними в ледяном океане. Вот он этот водолаз. Это я. Как можно заметить, эти чудесные морские львы, а именно южноамериканские, отличаются своим дружелюбным и игривым характером. Они обожают исследовать все новое, даже людей, и инициируют такое вот общение во время плавания. Это высокосоциальные животные, привыкшие к постоянным взаимодействиям в своей колонии. Эта врожденная потребность во взаимодействии распространяется и на новые объекты, такие как люди. Особенно сильное любопытство проявляют молодые особи. Также морские львы обладают развитым интеллектом, что делает их способными к изучению и адаптации. Они быстро и давно уже поняли, что человек не представляет угрозы для них в таких местах, как Пунта-Лома, где их контакт с людьми длится годами и проходит в рамках экскурсий. Животные привыкли к присутствию туристов и ныряльщиков, и их любопытство подкрепляется положительным опытом общения раз за разом. Я вообще неподготовленная. Я после обморожения меня только отпустила руки отпустила, ну да, и ноги.
Я не чувствовала лица, я не чувствовала рук, я не чувствовала вообще своего тела. Я думала, я сдохну, потому что я плавала в океане, в Атлантическом, в гидрокостюме, но он не помог. Было настолько холодно, что мою волю к жизни сохраняло и подогревало только вот наблюдение за этими прекрасными существами, как морские львы, оказывается, это не кошки, морские львы. После того, как мы поплавали на лодочке, дали чаечек теплый, чтобы я совсем не сдохла. У меня заплетается язык, я куча впечатлений, обморожения и слабоумия, так что не обессудьте. Так, а теперь, собственно, пиццу покажу вам. Это мой завтрак, если вы не поняли. За ваше здоровье. Тянется солидно. Тянется так тянется. Но аргентинская пицца неудобно есть руками. Она очень жирная. За днище, за тесто я возьмусь. У меня руки все равно будут ссаленные. Так что придется приборами. Оливку будешь? Первый прием пищи. Аргентинская пицца. Толстое тесто. Много сыра. Нормально так бекончика. Боже. Боже, спасибо за пищу. Спасибо. Спасибо ему. Так, ну давайте второй кусочек пригубим, да? Ну ладно, как могла. Мне кажется, я пожалею о втором куске. Я сегодня вот откуда-то вот оттуда плыла вот за ту штуку, и там всякие пещеры, и там в дикой природе обитают морские львы. Вот с такими типами я сегодня плавала. Ой, атя-тяшечки. Как романтично. Так, покажу квартирку, которую я сняла на Airbnb на 4 ночи. Это студия. Ничего лишнего. Большая кровать, самое главное. Кухня. Стол, диван. Большое панорамное окно. Прекрасный вид. Ну чем не Адлер, ребята? Благодать. И уборная. Уборная, туалет, ванна. Ничего необычного. И топ за свои деньги, как говорится. Даже цветочек есть, вроде настоящий. Да, настоящий, живой. Здорово. Ну и очень приятно просыпаться, конечно, с таким видом. Несмотря на то, что город в пешей доступности, но эта доступность достигается через 20 минут. 20 минут надо прогуляться. Но я специально брала жилье не прям в самом центре города, чтобы был повод выйти и походить, погулять. И вот здесь прям пляж. Первая линия, считай, Новороссийск. Ну, вы выбирайте там сами, на что похоже. А так это Атлантический океан, конечно же. Ну ладно, шучу, Черное море. Ну ладно, шучу, океан все-таки. Вот. Спалось тут с кайфом. Так что топ за свои деньги. А деньги 4 ночи вышли $100. Вполне себе хороший вариантик. При въезде в город Трилью, который находится в 65 километрах от Пуэрто-Мадрен, установлена огромная статуя динозавра, символизирующая одного из крупнейших динозавров, когда-либо найденных на Земле. Имя ему Патаготитан-мажор, или же титанозавр. Славится он своими гигантскими размерами. Этот вид считается одним из крупнейших известных динозавров. В высоту титанозавр мог достигать 37 метров и быть весом около 70 тонн. И как раз таки останки Патаготитана были обнаружены в 2012 году
году в Патагонии, недалеко от этого самого города Трилью, на ранчо семьи Мажор, в честь которой динозавр и получил свое имя. Статуя установлена, чтобы подчеркнуть значимость региона как одного из главных мировых центров палеонтологии. Внезапно заехала в гости к морским слонам. Думала ли я? Нет, не думала. Вижу ли я их сейчас? Охренеть, но я их вижу. А вы видите? Вы думаете, это глыбы камней? Нет. Увидел, что люди подходят, и решил подальше отойти. Какой огромный. Это самый огромный на пляже чел. Слон. Наш слон. Доброе утро. Да, проснуться надо проснуться. Понимаю. Понимаете. Мне так что утро надо. Мы заехали на побережье Исла Эскондида, что переводится как «скрытый остров». Это место находится примерно в 60 километров к югу от города Трилью. Несмотря на свое название, это не остров, а участок побережья, который стал популярен благодаря своей уникальной природе и проживающему там семейству морских слонов. Главу семейства, папу слона, видно сразу. Вон он лежит, самый большой, самый занятой и самый уставший, наверное. Папа слон может достигать длины до 7 метров и весить до 4 тонн. Ну и, естественно, самцы обладают характерным хоботообразным носом, который увеличивается в брачный период. Во время этого периода на берегу собираются большие колонии, такие, например, как эта. И один доминирующий самец, вот он в центре кадра, формирует гарем, состоящий от 10 до 50 самочек. Если же на горизонте появится еще один самец, они устроят мощный поединок за право спариваться. Они будут сталкиваться грудью и издавать громкий рев, который будет только усиливаться за счет их хобота. Победители, так называемые доминирующие самцы, контролируют территорию и охраняют своих самок. Брачный сезон длится с августа по ноябрь. Я вот оказалась на этом пляже в октябре, и самец вел себя довольно пассивно, ему было неинтересно спаривание вовсе. Я не буду шутить шутки про то, что я проверяла. Самки рождают одного детеныша раз в год. Беременность длится около 11 месяцев. Южные морские слоны – отличные ныряльщики, они могут погружаться на глубину до 1500 метров. И продолжительность одного погружения может составлять до 2 часов. Южные морские слоны обитают в водах южного полушария, их можно встретить у побережья Антарктики, а также на островах и побережьях Южной Америки, Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии. Северные же морские слоны обитают вдоль побережья Северной Америки и в северной части Тихого океана. Южные и северные морские слоны отличаются не только местом обитания, но и поведением и размерами. Семейство, к которым я заезжала в гости, соответственно, южане, они крупнее северных, могут дольше задерживаться под водой и глубже ныряют. Самцы южных слонов более активные и агрессивные, чем северные. У северных колоний меньше и поединки менее интенсивные. И, к сожалению, северных слонов по численности осталось меньше, чем южных. Они почти вымерли в 19 веке из-за охоты, но численность восстановлена сейчас. Морские слоны проводят около 80% своей жизни в воде, где охотятся и путешествуют на дальние расстояния. На суше они отдыхают, линяют раз в год, меняя кожу и шерсть, и также размножаются.
Морские слоны – это пример того, как животные могут адаптироваться к экстремальным условиям и демонстрировать невероятную выносливость, силу и умение выживать. Атлантического океана. Шла я себе, шла. А здесь кости. Жизнь. И смерть. Лежат. Орут. И такое ощущение, что вот этот приятель не дышит. Я надеюсь, это не так. Так, вот этот товарищ только что чихнул. Вот он дышит, ура! Ну, хороший. Слава тебе, Господи. Немножко просто подкоптился, немножко устал. А он дышит. Вон. Главарь гарема. Остальные все самочки. По идее. Такое вот семейство. Малыши спят сзади. Молодцы. А, хвостик поднял. Ой, еще один хвостик. Ой, машет мне. Милашки. Приехали в заповедник.
И дали 20 минут на то, чтобы поесть, сходить в уборную, убраться, так сказать. И вот у меня легкий перекус. Я взяла, как обычно, не то, что хотела. Ну ничего. Я просто взяла сэндвич с матамбре. Матамбре — это просто кусок свинины. А я хотела что-то другое. Но я лоханулась, как всегда. Все. Всем пока. Ну что, начинаем нашу видеосъемку этого прекрасного заповедника. При входе нас встречают ламы. Не только ламы, еще и пингвины сразу. Сразу пингвины встречают. Сейчас я их сниму на свое фоторужье. Опа, опа. Вот это да, вот это я вошла. Разборки лютые. Лютые разборки. Они замерли и притворяются, что их здесь нет. Типа они не живые. Садовое украшение. Но мы-то знаем. Смотри, моргает, стоит. Опа, все, спалился. Еще одна садовая штука для украшения на мотор. С погодой мне очень повезло. Ни единого облачка. И не жарко. Прохладный ветер. Идеально. Я даже не обгорю, я думаю. Солнце не такое уж и обжигающее. Предвкушение, что же ждет дальше. Прямо на дороге легли. Шла и устала. Наелась и спит, а он ее охраняет. Как мило. Тут под каждым кустом Тут прям под каждым кустом по пингвину. Вот найдете куст, ищите пингвина. Вы думаете, я обманываю? Ну и думаете. Подустал немножко, видно по нему. Устала. Надеюсь, она не грустит. Стоит мне подойти, они все устают. Я энергетический пингвин, энергетический вампир. Идешь, и тут хоп, откуда ни возьмись, пингвин из-за куста. Прикиньте.
Я до сих пор в шоке. Что это за кусты такие? Что хранят пингвинов? Место просто потрясающее. Восторг. Потому что вон туда аж можно пройти. Туда я сейчас и направлюсь в целом. И в общем. Главное не наступить ни на кого. Когда они вот по приколу ложатся прямо рядом с дорогой. Пранкуют кожаных. Сейчас обидится. Клюнет меня. Милашка. Что-то это. Все, порядок. Я думала, он немножко напрягся. Они могут подойти и цапнуть, сказали. Так что с ними лучше в перепалку не вступать. И в перекамень тоже. Красота-то какая. Зафиксирую. Красные скалы. Скалогоры. Красные скалогоры. Океанчик. Синий-бирюзовый. Пингвин черно-белый. Вон там лама коричневая. Сколько цветов изучили, да? Красотища. Нашли яичко. Пингвине. Вау. Охраняет. Ждут малыша. Ну, милота. Офигеть. Опа, опа. Потопал. Топ-топ. Смотрите, как машет крылышками. Он потекушки устроил. Красавчик. Ну, рассказывай. Я слушаю. Как нормально питаться есть чем. Смотрю, в принципе, такие упитанные ребята. Думаю, вы как бы в диетах не сидите тоже. Как я. Типа сижу. Смотри. Ну давай. У тебя семья. Тебе не до меня. Опа, все, ушел в свою комнату. Ну ладно, у него там яйцо, наверное, просто томится. А ей не до яйца. Она устала. Домохозяйка. Мужа отправилась высиживать яйцо по-любому. Зафиксирую себя в этой красоте геничного. По-моему, они все такие. На полочку фотографию. Ой. Сейчас цепанет за жопу. Нет, слава богу, ему не понравилась моя жопа. Как тут не останавливаться просто у каждого пингвина. Какие же они красавцы. Конфетно-букетный, наверное, не отходит от самочки своей. Не, у них всю жизнь конфетно-букетные. Они моногамные ребята. До конца жизни будут с одной самочкой. Вроде как, если я ничего не припутала. Надо проверить эту информацию. Людка. А в норке яичко есть? Норка без яичка. Пойдемте искать. Пойдемте искать.
родителей. Вы молодые родители? Не, кажется, им еще рано. Сначала помыть. Матрас под стол немножко. У них тут прям квартирный район. У всех платье имеется. Так, успею ли я присесть, пока у меня упадет селфи-палка? Я буду снимать пингвинов, они что с макияжем, что без макияжа, одинаково прекрасные. К себе вопросик. Здравствуйте. Здравствуйте. Такие они все важные, в костюмчиках, конечно. Тут какое-то собрание, не иначе. Заводится, понеслась. Не, устал. Они играют в море волнуется раз. Морская фигура на месте забыли. Что это такое? Ну какие милашки. Ой, смотрите, как обнял свою даму. Милота. Кролики дерутся. Я думала, у меня галлюцинация. А нет, тут еще и кроли. Кого же они делят? Кого? Самочку, наверное, не поделят никак. Боже. Я сейчас умру от милоты. Заметили, что я их снимаю.
не снимай. Я жене сказала, что я в автосервисе. В пингвинах. Опа. Кто тут у нас? Такой ушастый. Как много разных видов. Радиостанция. Добро пожаловать на сервер Шизофрения. Шизофрения. Окей. Пока эти ребята идут куда-то по своим делам, я расскажу про место, где я нахожусь. Это уникальный заповедник в Аргентине, известный крупнейший в мире колонией магеллановых пингвинов. Имя ему Пунта-Томбо. Оно привлекает путешественников со всего света, желающих увидеть этих обаятельных птиц в их естественной среде обитания. Королевство пингвинов в сердце Чубута. Он находится на побережье Атлантического океана, примерно в 110 километрах к югу от города Трилью. Заповедник занимает почти 210 гектаров, представляя собой полуостров, покрытый кустарниками и песчаными участками, идеально подходящими для гнезд. На сегодняшний день там обитает 350 тысяч пингвинов. В сентябре взрослые пингвины возвращаются из океана в место своего рождения, чтобы размножаться. Это место как раз Пунта-Томбо. Каждая самка откладывает 2 яйца, и оба родителя поочередно высиживают кладку. Магеллановые пингвины известны своей моногамией. Пары сохраняют верность год за годом. Они находят друг друга по голосу, издавая характерные крики, похожие на рев осла. Можно их слышать на протяжении всего моего нахождения там. К декабрю появляются птенцы, которых родители кормят, пока те не окрепнут и не смогут отправиться в океан. В возрасте около 2-3 месяцев они уже готовы к самостоятельному существованию. После завершения сезона размножения пингвины отправляются в дальние плавания, охотясь в открытых водах. В это время они могут преодолевать большие расстояния в поисках еды, порой достигая побережья Бразилии или других частей Южной Америки. Они питаются в основном рыбой, кальмарами и креветками. Для охоты они ныряют на глубину до 30 метров, используя свои сильные крылья, чтобы маневрировать под водой. Обычно они охотятся в группах, что увеличивает шансы на успешный улов. Под водой, кстати, они видят гораздо лучше, чем на суше, что помогает им охотиться. Они также прекрасно адаптированы к засухе. Они могут пить соленую воду, выводя излишнюю соль через нос благодаря железам. Магеллановые пингвины средние по размеру, они достигают 70 сантиметров в высоту, весить могут до 6 килограммов. Свое название они же получили в честь Фернандо Магеллана, который первым исследовал эти воды в XVI веке. Пунта-Томбо не только важен для пингвинов, но и для других видов животных. Здесь можно встретить морских львов, гуанако, которые были в начале видео, это родственники лам и верблюдов, различных морских птиц, патагонского зайца, который называется мара, и даже иногда в заповеднике может попасться красная лиса. Чтобы сохранить эту уникальную экосистему, принимаются строгие меры по ее охране. Полуостров объявлен охраняемой территорией, доступ к нему строго регулируется, а туристы могут посещать только специально проложенные маршруты, чтобы минимизировать воздействие на среду обитания животных. Ведутся постоянные научные исследования. Ученые мониторят популяции пингвинов, морских львов и других видов, чтобы отслеживать изменения в экосистеме. Важной частью охраны природы является сотрудничество с местными жителями. Экологический туризм создает рабочие места, мотивируя местные общины участвовать в сохранении природы. Образовательные программы помогают туристам и местным жителям осознать важность сохранения биоразнообразия и бережного отношения к экосистеме. Природа Пунта-Томбо невероятно хрупка, но эти меры помогают сохранять ее уникальность. Сохранение экосистемы требует постоянных усилий, чтобы это удивительное место продолжало радовать нас и будущее поколение. Ой-ой. А, ты ждал, пока я пройду, да?
чтобы пойти. А он умен. Еще одна малютка. Это прям малютка, самая маленькая из малюток. Бурундук. Что это такое? Блестящий. Какой-то местный производитель шоколада. Наверное, вкусного в этот раз. Внутри сколько разных конфеток. О, надо брать, короче, надо пробовать. Надо пробовать. Очень много вкусов. Нет, ну я буду пробовать, я буду брать. По одной штучке надо брать, я думаю. Да? Да. Так, ну 100% надо Бейлис брать. Te pido por favor una Baileys. Sí. Una dulce de leche y Nutella. Trufas. Маракуйя. Бомбон пистачо. И... Так, с чем еще тут взять? С чем еще тут взять? Давайте Марокко. И бомбон Марокко. Вон мой пакетик лежит. Да, это какая-то контора местная, Валентина, не знаю, в Буэнос-Айресе, мне кажется, я не видела. Потому что не обращала внимания. Hola. Hola. ¿Esto es tuyo, no? Sí. Bien. Tenés 4.680. Con Mercado Pago. Sí. Te hago QR. Все, gracias. Всего лишь на 4506 конфет. Я думаю, больше будет. Ну, может, не всего лишь, конечно. Ё-моё, надо на утро взять себе торт, я считаю. S. Кейк? А, это чизкейк, оказывается. Найс, еще лучше. Обожаю чизкейк. Оплатить там? А, надо там же, я уже платила. О, вот эти тоже офигенные печеньки появились. Забыла, как они называются. Это, наверное, типа кокосовые печенье. Все, меня уже все. Конечно, тоже очень привлекательно выглядит. Вот еще торт. А, это тарталетка с кокосом. Это тарталетка с повидлом. А это какой-то типа а-ля Наполеон со сгущенкой. Как будто нет такого ощущения. Может, просто тарелку заберем вот эту. Даже не знаю. Все, я хочу скорее домой пить кофе. Ну, надо масс. Gracias. Так, у меня есть торт, у меня есть конфеты, я готова идти домой. Конечно, ветер сейчас везде, если честно. Если прям по-честному, то ветер везде. От него не скрыться. Так, не бойтесь. Господи, у меня, наверное, такой вкусный чизкейк.
я уже хочу его съесть. Но я его попробую. Я не смогу удержаться и все-таки попробую его. Сейчас приду домой, заварю кофейку, опять пить. Наверное, лучше чайку уже. Хотя нет, зачем мне чаек? Зачем мне чаек? Там больше кофеина. Да? Надо далее по кофейку упарываться. Так, ну сувениры всякие я хочу, конечно, обрести. О, мой любимка. Хочу обрести, но я в последний день это сделаю. Потому что в понедельник я улетаю вроде. И меня выгонят с Airbnb в 10 утра. А вот и мороженое. Но нет, все, хватит, пойдемте домой. Пойдемте. Вот как выкидывают мусор здесь. Коробку забирают из железной коробки и погнали. Погнали дальше. Вот они, паркурщики. Ниндзя буквально городские. Ой, чтобы недолго еще идти. Мне кажется, мне надо вызвать такси, чтобы мне как-то очень холодно. Очень сильный ветер. Очень неприятно. С другой стороны, такси сейчас стоять ждать. То на то и выйдет, потому что я буду стоять ждать такси, что я буду идти. А так я иду разговаривать сама с собой и очень не весело. Типа. Суббота. Вот это какой-то арт-музей. Надо будет туда зайти, но не сейчас. Сейчас я хочу домой греться. Как же мне прохладненько. И тут Бонафиде. Люблю Бонафиде. Я люблю их кофе. Я его покупаю в магазине. Вот, и домой. Но не люблю их заведения, потому что они меня обманули. Как только я приехала сюда, в Аргентину, я пришла к ним купить завтрак. И меня там нагрели на 1 чурос. То есть я брала 3, допустим, чуроса, а они не положили 1. Представляете, как мне было досадно? Только приехала. Какое впечатление они оставили? Красотища-то какая! Вот это да, вот это заглядение. Подсветочку веселенькую включили, молодцы, ребята. Ой, жалко, сегодня не 2 августа. Валентина. В этот прекрасный солнечный день я решаю направиться на пляж Эль-Дорадиджо. Пляж расположен всего в 20 километрах к северу от Пуэрто-Мадрина. Это длинная береговая линия с песчано-галечными пляжами и спокойными водами залива Нуэво. Это место уникально благодаря своей географии. Глубина начинается практически сразу у берега, что привлекает южных китов в эти воды, особенно в период их миграции и размножения с июня по декабрь. И самое потрясающее, для наблюдения за этими гигантами, то есть южными китами,
Не нужно арендовать лодку. В следующий раз я, конечно, обязательно это сделаю, но в этот раз я решила просто понаблюдать за ними с берега этого замечательного пляжа, добравшись до него на такси. Также Эль-Дорадиджо не просто пляж, это охраняемая природная зона. Здесь строгие экологические правила, чтобы сохранить уникальную экосистему и обеспечить безопасность морским обитателям. Я приехала сюда в 9 утра, что было, мне кажется, немного рановато. Можно спокойно направляться туда часов в 10 и провести там весь день, пока солнце освещает воды залива. Я единственная на пляже. Весь пляж в моем распоряжении на час. Но на час, потому что дяденька сказал, что он будет ждать меня только час. Если хочу продлить, то 10 тысяч песо стоит его следующий час. Ну что, фотоохота начинается. Ищем кита. О, какая красота. Ой, вон она! Вон! Ребята, я сейчас умру. Тут китов 5. Я уже насчитала. Хвосты 5 где-то. О, боже, у меня перехватывает дыхание. Я сейчас просто расплываюсь в улыбке и не могу дышать. Он хвост кита! Так. О, видите? Блин, надо туда идти, короче. Надо идти туда, там 3 штуки минимум я насчитала уже. Это хвост, это был хвост. Это хвост, огромный хвост. Я плачу. О боже, о боже. Смотри. Их там куча! Меня переполняют эмоции, меня запирает дыхание, отпирает... Вот, все, у меня нет слов, короче. Короче, мне надо поставить камеру просто, чтобы она стояла и... Так. Ой, это что там? Бинокль брать. О, господи. Их там много, там целая тусня, но кого? Идем. Он плывет прям ко мне, смотри. О боже! Блядь, я плачу. Привет! О, господи! О, боже мой! О боже мой, какой он огромный! Какая красота, вы видели клуб? Привет! Господи, какой ты красивый! Какой ты красивый! Он прям буквально метров 50, метров 100, я не знаю, у меня не работает глазомер.
Пока я нахожусь там в истеричном восторге, запишу вам небольшой подкаст с информацией об этих прекрасных, могучих и величественных существах. Южный гладкий кит – настоящий великан океанов, который поражает своей грацией и добродушным характером. Эти киты вырастают до 18 метров в длину и могут весить до 80 тонн. Именно этот вид китов легко узнать по их массивному телу, отсутствию спинного плавника и мозолистым наростам на голове. Это твердые кожные образования, которые расположены вокруг рта, на верхней челюсти, над глазами и даже на верхней части головы. Эти наросты не имеют четкой функциональной цели, но они уникальны для каждого кита, как отпечатки пальцев у людей. Это позволяет ученым идентифицировать отдельных особей и следить за их перемещениями и жизненным циклом. Являясь естественной частью кожи кита, они появляются уже у новорожденных. Со временем наросты увеличиваются и заселяются морскими организмами, что придает им характерный вид. Южные гладкие киты совершенно не боятся людей и часто подходят близко к берегу, как сейчас, например. А вообще они настоящие путешественники. Каждый год они преодолевают тысячи километров, мигрируя между холодными водами Антарктики, где они кормятся, и теплыми заливами, где рождают детенышей. Наблюдать за ними значит видеть живую историю и величие природы. Нет, тут можно камеру вообще не выключать. Тут можно вообще не выключать. Тут только фиксация, сплошная фиксация. Приветики! Боже, какие они огромные. Вот бы занырнуть к ним. Смотри. Плывет. Там их трое. Ого. Боже, озвучка от меня, это бесценно, конечно. Возьмите, у меня куча впечатлений, мне плевать. Это просто жесть. Я не верю, что я это вижу. Я не верю. Два кита рядышком. Вот и третий плывет к ним. Ой-ой-ой. Я пошла туда еще ближе к ним. Таксист меня вообще не там высадил. Надо ему сказать, чтобы он подъезжал к следующему пляжу, потому что я уже добежала. Он даже не подозревает, что я реву, смотря на него. Ну и хорошо. Просто живет свою жизнь. А ты стоишь в шоке. Преисполненный от счастья. О, Господи, как они близко. Все, я дошла до них. Обалдеть. Почему же южный гладкий кит именно гладкий? А все потому, что у них нет плавника на спине, отсюда и название. Еще, к сожалению, это была, в кавычках, удобная добыча для охотников прошлого.
Они были медлительными, плавали у поверхности и не тонули после гибели, благодаря толстому слою жира. К счастью, сегодня охота на них запрещена. Несмотря на свои внушительные размеры, до 18 метров в длину и 80 тонн веса, южные киты питаются крошечным планктоном. Они используют свои длинные усатые пластины, чтобы фильтровать воду, захватывая мельчайших ракообразных, таких как криль. Вы можете заметить, что они также настоящие мастера в прыжках и демонстрациях себя. Они с легкостью выбрасывают свои массивные тела из воды, ударяются о поверхность, создавая огромные брызги, или шлепают хвостом, или плавниками по воде. Ученые считают, что эти действия могут быть способом общения, игры или даже отпугивания паразитов. Самки южных китов рождают одного детеныша раз в 3 года, а беременность длится около 12 месяцев. Малыш рождается длиной до 5 метров и сразу же начинает пить молоко, которое невероятно жирное, до 40%, что помогает малышу расти быстро и набирать силы. Они активно разговаривают. Они издают низкочастотные звуки, которые слышны на огромное расстояние под водой. Эти, так сказать, разговоры помогают китам находить друг друга в океанских просторах. Встретить южного кита можно, конечно же, в южном полушарии. Они мигрируют между холодными водами Антарктики и теплыми заливами Аргентины, Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии.
Южный гладкий кит – это настоящий символ возрождения. После того, как вид оказался на грани исчезновения из-за массового китобойного промысла, численность китов начала постепенно восстанавливаться благодаря международным мерам по охране. Сегодня наблюдать за этими величественными существами можно в местах, подобно заливу Нуэво или полуострову Вальдес в Аргентине. Побывать здесь – это уникальная возможность прикоснуться к природе, которая, несмотря на испытания, сохраняет свою красоту и величие. Такое зрелище оставит след в сердце навсегда. Здесь вы наблюдаете мой прощальный ужин в городе Пуэрто-Мадрин. Это были потрясающие, очень вкусные равиоли с бараниной. Это пляж, который рядом с этой квартиркой на Airbnb. Здесь вид на весь город открывается. То есть квартирка вот этот дом. И вот здесь пляж. Сейчас в прилив уже. Такая красота открывается. Чайки кушают. Я в аэропорту города Трильо. Это 45 минут езды от Пуэрто-Мадрин. Доехала в комфортике. Здравствуйте. Таксист-душка сделал мне скидочку. Потому что он сказал одну цену, я потом нашла другое такси, которое предложило дешевле. Но я с ним уже договорилась, я спросила его: а не хотите ли вы сделать мне скидку? Потому что я нашла подешевле вариант. И он согласился на цену, предложенную мной. Так что возвращаюсь обратно в Буэнос-Айрес. Такой маленький аэропортик. Давайте зайдем, посмотрим. О, ничего себе. Ничего себе, экспонаты какие-то, но это надо смотреть. Вот это аэропорт и музей в одном лице. Ну что ж, департурис оттуда. Ну и зачем вы хотите довести меня до слез? Этот парень был из тех, кто просто хотел выжить. Упадет метеорит, и все равно пришлось бы умирать. Отстой. Спасибо огромное за просмотр тем, кто досмотрел до конца и слышит это. От души, душевно в душу, благодарю я вас. Это была моя первая подобная работа. Не судите строго. За лайк, коммент, x2 благодарочка вам будет. Всем пока. Следующее видео подобного формата будет из города Барилочи.